Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Юра, и я продолжаю разбираться в швейном производстве, а вы вместе со мной. В прошлом ролике спрашивал вас, хотели бы вы видеть, как я шью и где я шью, и вот вы у меня в гостях. Первая машинка — это распашивальная машинка промышленная, вторая — это оверлок Жуки 4-нитка, и третья машинка — это прямострочка бытовая Бразер F420. Сегодня выполним реальный заказ, разберем полный цикл пошива худи от А до Я, последовательность действий, что и как я делаю. И первое, что мы сделаем, это подберем лекало, второе, сделаем крой, третье, соберем изделие, четвертое, нанесем всю необходимую маркировку и брейдинг, и пятое, это мы упакуем. И в конце вы увидите, что у меня получилось. Начинаем. Заказ сделали на мужскую худи черного цвета 48 размера. Лекало готово, уже я подобрал, поэтому поехали дальше к следующему этапу, крою. Крой достаточно скучный процесс, поэтому я его ускорил. Пока я крою детали, сделаю вставку с новым продуктом. Сшил очередной костюм, но кофта уже с замком, экспериментальный вариант. Шьется чуть сложнее, чем обычная худи, но для ассортимента это лучший вариант и хорошая альтернатива для пожилого возраста, так как худи через голову не каждый сможет одеть. Как и получилось с моей мамой. Этот костюм был сшит как раз для нее. Крой закончен, теперь переходим к сборке. Сборку я начинаю с капюшона, сшивая сначала две половинки внутренних частей на прямострочной машинке на обычной лапке. Далее укрепляю дополнительно еще двумя строчками специальной лапкой, и красиво, и крепко. Можете убедиться, как выглядит внутренний шов капюшона. Следом на оверлоке обтачиваю наружную часть капюшона и также укрепляю еще одной строчкой. После этого обязательно нужно сделать ВТО, это влажно-тепловая обработка, по-простому заутюжить. И соединяем внутреннюю и наружную части капюшона лицом к лицу. Также необходимо его приутюжить, и капюшон готов. Убираем его в сторону и подготавливаем карман. Приутюживаем с двух сторон части, где будет вход в карман, и проходим по две строчки с каждой стороны, либо на прямострочной машине, либо на распашивальной. Далее центруем его с передней частью изделия, закалываем булавками, чтобы ничего не съехало. Пришиваем со всех сторон. В верхней части кармана делаем еще одну дополнительную строчку, для того чтобы карман не торчал и смотрелся красиво. Переходим к основной части изделия. Берем переднюю часть и спинку, складываем лицом к лицу и притачиваем на оверлоке плечевые стороны. Обязательно приутюживаем шов на переднюю половину. Хочу отметить, что после каждого использования машин необходимо их чистить и периодически смазывать, если хотите, чтобы они прослужили вам долго. Далее притачиваем рукава, также приутюживаем. Самое главное не перепутать, где перед и задняя часть рукава. В этом мне помогают насечки, которые я сделал на лекалах и перенес на детали. Сейчас стачиваем на оверлоке рукав, переходящий на две половины основного изделия, так называемые бока. И вот худи почти готово. И кстати, не забываем прикрепить составник к боковому шву. Baby, you give me midnight.
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you. Теперь соединяем капюшон и худи. Вот таким образом, закалывая булавками. Настраиваем оверлок под такую толщину ткани и притачиваем. Очередь подошла к манжетам и нижней резинке. Ткань, которую я использую, кашкарсе. Все размеры вы видите на экране. Вырезаем, сшиваем, обязательно нужно заутюжить и притачиваем к изделию. Прикладываем лицом к лицу и примерно около сантиметра отступаем от края. Проходим на прямострочной машине. И вот такой аккуратный манжет у нас получается. Обязательно заутюживаем швы в разные стороны. Равномерно их складываем и заутюживаем. Точно так же заутюживаем резинку. Обязательно закалываем булавками на одинаковое расстояние и притачиваем на оверлоке. На рукавах делаю дополнительную декоративную строчку. Выглядит очень красиво. Следующий этап – маркировка. Составник мы уже пришили, остался размерник и нашивная бирка. Берем киперную ленту, тоже черного цвета. Сначала пришиваем один край к оверлочному шву задней части горловины от плечевого шва до второго плечевого шва, а другую сторону в обратном направлении, загибая края киперной ленты вовнутрь. И не забываем про размерник, подкладываем его под шов, которым пришиваем киперную ленту. Для чего нужна киперная лента? Она закрывает некрасивый шов задней части горловины. Нашивную бирку пришиваем к верхней части спинки, чуть ниже размерника. И наша худи готова. Переходим к последнему этапу, к упаковке. Обязательно чистим изделие от ниток, пуха, который налип в процессе пошива, чтобы оно было чистым. Аккуратно складываем. Берем биркодержатель, вставляем в бирку и вешаем на размерник. Друзья, всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. Прошу подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Пишите все, что вы думаете о моем проекте, идеи, замечания, пожелания. Все читаю, буду прислушиваться и учитывать. Худи готово. Вот такая худи у меня получилась. Худи размера М, 48, черного цвета, с капюшоном, с карманом. Вот так это выглядит сзади.
как она сидит. Видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилась моя работа, мое изделие. Прошу опуститься ниже в комментарий и что-нибудь написать. Поставить обязательно палец вверх, подписаться на канал и ждать нового видео. С вами был Юра. Пока. В прошлом ролике озвучивал розыгрыш худи. Участники должны были выполнить простые условия. Розыгрыш я проводил в прямом эфире 31 декабря в Instagram с одеждой. И вот кто победил. Итак, друзья, всем привет. Сегодня присутствуете на моем мероприятии, на первом, под названием розыгрыш. Сегодня разыграю худи, как и обещал. Вот, так что, в принципе, пройдет недолго. Вот, поэтому оставайтесь до конца. Вот, если у кого-то будут возникать вопросы, пишите, в прямом эфире отвечу. Итак, начнем. Итак. Вот мой канал. Заходим под последний ролик. Копируем ссылку. И сейчас мы разыграем, кому же она достанется. Все, начинаем. Нажимаю на старт и сразу же победитель выявится. Барабанная дробь. Евгений Антонов. Юрец, молодец. Написал комментарий. Вот. Все честно. Евгений, поздравляю тебя. Ты выиграл. Так что мы с тобой обязательно спишемся, и я тебе ее отправлю. Отправишь мне свой адрес, вот, и я тебе отправлю. И посылка была отправлена на следующий день. Желаю всем участвовать и выигрывать. Зашли на Дворцовую площадь, а здесь такой кипиш просто. Красивая большая елка. Были там днем, сейчас доехали вечером. И намного красивее, по крайней мере. Всех поздравляю с Новым годом. Будьте счастливы и, самое главное, быть здоровыми.